Бонжур, mes amis. Доброе утро. У нас очередной сбор в очередной день велопоездки. Привет. Да, привет. Сейчас покажу, как это происходит. Ну, все не покажу, потому что душ мы уже приняли. А если бы и не приняли, тоже не показал бы. Вот такой вот художественный беспорядок у нас пока здесь. Сумка, велосумка, практически каждый день переупаковывается, потому что нужно достать обычно то, что лежит на самом дне. Что-то, опять же, стирается дополнительно. Например, носки приходится стирать часто. Техника, какие-то средства для волос. Сумка с техникой тоже постоянно переупаковывается. Линзы контактные, дождевик здесь вот. Надеюсь, он сегодня нам не пригодится. Ну, кстати, может. А на террасе у нас сушились купальные трусы и полотенца. Средства для душа, для волос. Вещички в сумку нужно укладывать максимально компактно, чтобы они там места много не занимали. Прям все прессовать, да. Сумка не резиновая, вместить в нее нужно много. Первые дни были прям открой, закрой, убери, это забыл, то забыл, переоткрой, переупакуй, это надо же вниз пойти, это вверх. Сейчас все хыщ. Раз, и быстренько. Разобрали, собрали. Закрутить. Какая-то маленькая у тебя сумка получилась сегодня. Ну, колбасу мы съели. Закрутить. Закрутили, защипили. Где это было? В рецепте багета? Чуть-чуть. Иногда сумка получается чуть больше, иногда чуть меньше, в зависимости от того, какое настроение для компактного складывания. У сумки? Да, у сумки и у того, кто ее собирает. Вот, пожалуйста, вот такая вот сумка. Пойдем в булочную. Велосипед пока беспокоить не будем. Немного ноги разомнем с утреца. Все, идем. Булочная еще там, ну не знаю, в паре-тройке сотен метров мы ее уже видим. Запах. А запах уже доносится, да. Ну что, ныряем в царство буляшек? Смотри, какие шукель-де-леж. Заварнушечки такие. Я хочу еще заварнушечку сегодня. Гулять так гулять. Да, давай. Deux croissants, deux pain au raisin et deux шукель-де-леж. Un baguette multigrain. Так все вкусно выглядит. Так хочется есть. Матленочки какие тоже аппетитные. Даже пончики вон здесь есть. Привет, Тим Хортонс. Ну а что, гулять так гулять, да? Гулять так гулять. Гулять так гулять, да. Там у багет с той стороны горбушечка, которая прям просится, чтобы ее откусили. Она прям такая намечена там. Заметил, когда нам его складывали, смотри. Это ж прям... Ее прямо нужно. Да. Ну ты горбушку любишь. Я люблю. Давай, ты от горбушку откусишь, а я да откушу. На. Ну как? Хрустит. Вкусно. Все, что нужно от багета. Так, ну-ка, теперь мне нужно все от этого багета. Пахнет как вкусно. Да? Вкусно. Теперь это перевернем обратно. Как будто бы Как так и было. ничего Не произошло. и не произошло. Пойдем в магазин. Все вот эти магазинчики, они обманчиво выглядят маленькими, да. А там внутри вон Там полмагазина вина, там всего такого. сыра, ветчины. Бьенвеню. Овощи, фрукты. Здесь нас заинтересовали вот эти вот тэш-де-винь. Персики французские. Интересовали, да? Заинтересовало. Да, на 4 персика заинтересовались.
Пойдем дальше. Вот эти морщинистые. Нет, Нет, это маракуйки. Маракуйки. Миндальки. Здесь такие прекрасные. Фундучные такие. Ух. Ну, вот, мне кажется. Сколько будет сучка? Ветчиночки Или можно взять. Ну, давай 4, наверное, да? Или сколько ты хочешь взять? Может быть 6. Ветчиночки немножко. И вот сыровяленая ветчинка нас тоже заинтересовала. 8 кусочков. Прекрасно. Очень заинтересовал. Очень заинтересовал. Здесь сырное разнообразие. И глаза разбежались. Маленький магазин, да, сыров-то сыров. Давай, сырочек выбирай ты, любитель. Можно даже 2 взять, наверное. Ну что ж, гулять так гулять. Ну, глаза-то разбегаются, ну разве можно? Я бы взял какой-нибудь козий. Где? Козий какой-нибудь, да, небольшой. Я говорю, здесь. Вот, например, Вот это маленький, мини-шевр. маленькие шеврочки. Здесь все, дегустируем. Да. Какой-нибудь приятный Ребрушон? каблушон. Ну-ка посмотри, что там вот какой-то такой сморщинистый в прекрасной плесени. Ты из Коровьева? Это... Да. Лектру шевр. Нет, Это тоже козий, да? козий. Вот такую ромашечку. Драмашечку. Сен-Альбре. Гурманы кремы. Сен-Альбре. Да. Ну давай. Давай складываем в нашу потребительскую корзину. Я бы, может быть, йогурт взял бы маленький сейчас для завтрака. Немного. Восстановить микрофлору. Вот этот вот давай, из козьего молока. Прекрасно. Так, здесь нам больше ничего не нужно. Воды. Нам нужна вода. А вроде для пикника, ну, есть только печенюшки какие-нибудь. Вот здесь. Печенюшки какие-нибудь вкусные. Ну вот мне на самом деле нравится даже галет бретон вот эти. Ой, мне тоже нравятся. Вот такие. Ну давай возьмем такие. Можно еще какие-нибудь для зажорства взять. Давай возьмем. А какие ты хочешь для задорства? Ну какие тебе больше нравятся? Ну, они это все побитки, поэтому со скидкой, да? Да, наверное. Давай возьмем Можем такой. шикануть и взять без скидки. Да что нам поломанное? Что нам поломано? Пусть они в сумке у нас поломаются. Ай, поломается. И воды. Для пикника, может, помидорчик потом? Ну, давай возьмем. Мне кажется, изотоника здесь нет. У нас по дороге будет там супер ил, если будет. Ну, если не будет, переживем. Это сидры и шампуни. Шампуни мы уже взяли. Фистабюль это, по-моему, тоже, да? Вот, по-моему, Жи де тоже, Помс Петиян, да. Ну, можно вечером будет взять еще один, чтобы с собой не таскать. Ну, знаешь, пойдем за водой. Пойдем за водой. Наряды нам не нужны для пикника, там есть. Наряды Да. очень нужны. Не знаю, как без нарядов. Вода, 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 вода. Какую хочешь? 55 центов. Это со вкусом. Вкус нам не надо. Просто как пунктер. Точно не нужен тебе сарафан? Чтобы я ехал на велосипеде, а он развивался. Так Да, будет красиво. Все, пойдем помидорки еще возьмем. Ну да, давай вот такую вот небольшую. И недорогие, и приятные. И перевозить их будет удобно. Все, пойдем? Пойдем. Маленький магазинчик, да, с виду. Как будто бы при заправке, да? Да. Но реально Вмещает в себя столько всего. все. Вот чего мне будет и чего вообще в принципе не хватает в прекрасной Канаде, которую мы очень любим, это французских магазинов. Потому что, ну, там, если маленький магазинчик, это будут какие-нибудь снеки, какие-нибудь напитки, какая-нибудь всякая жрань. Жрань, да. А здесь, конечно, вообще любой маленький магазинчик — это огромный выбор сыров, ветчин, овощи, фрукты, ну, алкоголь, это понятное дело, сидры, вино, это все. Вот да. Если в Канаду французские магазины, да. А это что за красота такая здесь? Это мохначеская. Мохначеская такая прекрасность. Красиво. Так, у нас вот так вот сегодня все культурно. Кофе, йогурт козючий, маленькие заварнушечки, круассаны, пан-резан.
Такое у нас застолье утреннее. А там бариста. Ну что, Какой прекрасный завтрак. бон аппетит? Бон аппетит. Начну-ка я с йогурта. Ночник. Мне кажется, мы йогурт из козьего молока еще не ели. Вкусный. Коза чувствуется? Нет. Просто вкусный йогурт. Очень это Натуральный приятный. козючий йогурт. Да. Но я хочу сказать, что коза чувствуется, особенно в послевкусии. Вот и потом так, когда уже все, да, там она мекает, бекает на языке. Чувствуется шевровость. Тут уже вгрызся в круассан. Ну, едали мы и похрустящие. Они вкусные, очень вкусные. Но на мой вкус вот как раз вот не хватает. Вот здесь только одна такая хрусткость. Одной маловато. Они такие пышные, масляные, вкусные. Ну, могли бы быть и похрустящие. От тебя сбежала хрустящесть. Хрустинка. Одна хрустинка. Еще не хруст, еще не хруст. Ну да, они такие не хрустящие. Ну, вкусная. Ну, вкусные, да. Очень-очень вкусная. Свои такие. Такие прям чувствуешь сливочность масла. И она такая кучерявая внутри, все как надо. Да. Кучеряво живешь, Юрка? Хрустишь круассанами, Юрка? Мне нравится. Ну и такие вот шукелечки, заварнушечки. С заварным кремом надо вот, не устояли. Заварной со сливками. Или с маслом. Нет, заварной, это не дипломат, а именно муслин с маслом, да. Вкусные. Вкусные такие, воздушные. Ну это прям десертик такой. Ну и прям хобана. И провалились. Была шукелечка и нет шукелечки. Почему? Она теперь есть, но внутри. Я перестал смотреть на эту часть в зеркало. Особенно после завтрака. Вкусно. Но это не просто обычный шу. Видишь, у них какая... Да. Панцирь какой, как у черепахи. Да. сделанный. Черепаховый шу. Надо исчезла. Я же говорю, да, ее раз и нет. Только что была. Стоит, кстати, она почти как круассан. Ну, вкусно. Вкусно. Да. Ну давай, пармезан сразу. Они выглядят очень вкусно. Выглядят и очень хрустящими, и прям как надо. Я попробую твоим Они такие методом. тяжелые прям. Попробуй твоим методом. Там должно быть еще много заварного крема, судя по весу. Может быть, или я ошибаюсь. Или просто теста много. Или тяжелый изюм. Вкусно. Вкусно. Заварного крема не очень много. И он куда-то весь впитался. Вообще вкусно. Так, ну, я тоже. Вкусно. Я, конечно, люблю... Нет, вкусно. Вкусно, мне нравится. К пармезан вопросов нет. Хотел сказать, что я люблю похрустящие. Нет, они достаточно хрустящие. Может быть, тесто действительно многовато в пропорциях с кремом. Ну, прям такое здесь пышненькое, да? Такая прям буляшка. Когда его меньше, он такой совсем легкое, его не чувствуешь, и как-то так съедается. А здесь прям такая булочка. Но очень вкусно. Какой прекрасный завтрак. Завтрак обожрав так. Ну, прям сегодня празднично. Что отмечаем?
100 километров. Сколько мы еще долго будем ходить? У нас каких только завтраков не было, да? И тут завтрак на своей террасочке такой прекрасный. Под яблоней. Ну, почти под яблоней. Рядом с яблоней. Вот вырастет она, и можно будет здесь под яблоней. И будет вкусно. Наш сегодняшний лук вот такой. Пляжно-отдыхательный. Сегодняшние мы. Пляжно-отдыхательные, спортивные. Пойдем? Пойдем. У нас селф-чекин и селф-чекаут. Ключик оставляем в локбоксе. Кони наши уже бьют копытом. Так, небольшой холмик. И съезд с холмика. Ехали на полуостров мыс Кап-Ферре, который обрамляет залив Аркашон. И потихонечку уже расслабленно катим, наслаждаясь все тем же вкуснющим запахом сосен, пением цикад и дорогой. Пока серенько, но все равно очень красиво. Прямо по курсу маяк Кап-Ферре. И маленький городок Кап-Ферре, в который мы въехали. На самом верху маяка, по традиции, смотровая площадка. Но длинная очередь из желающих. Не, в очереди стоять совсем не хотим. На маяке были? Вот сидели? Сидели. Даже ножки с него свесил. А я на маяке лежал. За счет широкоугольной камеры такие ножищи. А теперь головища. Хорошо. Полежал на маяке. Полежал на маяке, посидел на маяке. Что там? Ты можешь попрыгать на маяке. Попрыгал на маяке. Можно ехать дальше. Доехали до пляжа, который красиво называется Ле Сьен. И здесь Собираемся попляжиться. собираемся попляжиться, несмотря на то, что погодка так и не разгулялась. Пока что. Но, знаете, мы сегодня решили, что такой расслабленный день у нас будет. У нас с собой же пикник, да, который мы сейчас там распикникуем. И есть надежда, что сумки с пляжа, да, будет нести существенно легче. Потому что как минимум там не будет сыров, ветчины и нашего детского яблочного шампанского. О, прям волны, да? Давай вот где-нибудь здесь. Вообще, вот это стихия. Вот это класс. Искупаться не получится. Ноги помочить только можно. Но, блин, как это красиво, как это мощно. Вообще. А пока я ходил, у нас тут разворачивается пикник. Так, я сейчас свое покрывало тоже достану. Шампанское яблочное, даже прохладное еще. И тоже, кстати, здесь только яблочный сок и газ. Все, никаких консервантов, никаких красителей и сахара дополнительно здесь нет. Так, сыровяленая жамбоночка. Разжамбонилось. Сырок здесь уже какой. Пахнет вареная жамбоночка. Разжамбонилась. Багетец наш зерновой. Помидорки. Можно? Нужно. Шеврочудо. Шеврочудо. Он какой. Ты какой нежный. И персики. Да, Бон да. аппетит. Очень аппетит. Очень бон. Какой чудо. Я должен попробовать шавар. Он такой Какой нежный. нежный. Вообще красота. Очень аппетитный. Ну ты знаешь, я и сыр. Да, ты и сыр. Это очень вкусно. Хочется скорее попробовать кусочек жамбона. Если ты еще способен снимать, Еще способен, да. без того, чтобы залить слюной
Там вон, целый океан. Я могу туда отходить. Как я обожаю французские пикники. Да, это отдельная прям история, французские пикники, потому что они все прекрасные и вкусные. Даже просто в каком-то маленьком супермаркете можно для изысканного пикника себе набрать всего. Тут кусочек жамбоночки, мне кажется, он прям меня поджидал. Да. Если есть жамбоночка, почему бы ее не употребить? Сыру добавь, сыру. Я вот этого попробую. Ни разу не слушал, он прям аж растекается, он немножечко прогрелся и прям вообще. Оп. Так, давай-ка сюда. чудесный. Я сейчас сначала просто с сыром тогда. Он прям Обволакивает тебя своей сырностью. такой козючестью и сырностью. Очень вкусно. Жамбоночка. Под звук вот этот вот. Пока ж красота. Красота и вкуснота. И аромата. Пахнет очень вкусно океаном. И сыром. Непонятно, чем сильнее. Так, сыровялочка в ход пошла. Ну, это же... Прекрасно. Тем временем кто-то дегустирует вот это прекраснейший. Да, он прям весь Нежнючий. такой кремовый, кремовый. Скажи, да? Мы его как-то брали уже. Мы как-то брали уже, да, это такой известный здесь локальный сыр. Очень вкусно. Я не могу смотреть, как ты поедаешь сыр, мне срочно нужно тоже. Всем срочно надо. Особенно мне. Да. Люди, отойдите. А то мы знаем эти шампомес. Вот эти шампуны. Нам вроде полежало немножко. Только на меня не направляй. Ваше здоровье. Очень коварный, но очень вкусный. Прям сидр. Безалкогольный сидр. Я весь в нем. Когда мы ехали во Францию, я даже немного переживал. Ну, так как мы не выпиваем уже вообще алкоголь. Никакой. Ни вино, ни пиво, ни сидр. Никакой. Ни крепкий, ни не крепкий. Алкоголь не выпиваем. И, ну, Франция, это же всегда тоже вино, сидр, какой-нибудь кальвадос или коньяк. И было немного переживательно, как же это, как вообще отдых во Франции без алкоголя. Вообще отлично. И сил как-то больше реально остается на все. Нет вот этого эффекта. Даже вот если, например, выпить чуть-чуть сидра на пляже или где-нибудь во время пикника, ты сразу такой расслабленный, и тебе уже сложнее ехать, а здесь прям сил гораздо больше. Сильно больше сил. И после ужина силы еще есть. И как-то вот алкоголь на самом деле... Вообще отсутствие алкоголя, извините, пузырики в нос, вообще в этой поездке не чувствуем. Тем более вот нашли для себя такой детское шампанское, да? Ну и воды много пьем, тоже опять же полезно. Скажи? Да-да-да. Пузырики в нос. Да, опять же, пузырики в нос остались. За вас, за нас, за то, чтобы всем было так же хорошо, как нам сейчас. Подожди, Так. я с тобой чокнусь с сыром. Давай. Красота. Еще не попробован один вид сыра. Козючий с плесенью. Козючий с плесенью. Да, такой супер кремовый тоже стал. Как там это
Надя Клюева спрашивала, что чувствуешь? Маэстро. Мне он больше даже, больше нравится обычно. Потому что в нем вкус какой-то более насыщенный. Очень вкусно. Ну-ка, срочно пробуем. Да вообще. Так красиво это все. Вкусно. Вкусно. Вот эта вот сырная корочка, вот точнее, вот эта корочка с плесенью, она такая пикантная. А вот этот ваш электросон не берет. Сыр очень вкусный, багета мало. Для одного для сыра. Еще хочу добавить вот к алкоголю, к своему спичу про алкоголь, нет замутненности картинки. Ну, какой-то такой. То есть все очень четко и все очень хорошо запоминается и очень четко воспринимается. Потому что все равно, когда ты выпиваешь алкоголь, даже если чуть-чуть ты выпиваешь алкоголь, ты расслаблен, у тебя такое все. Не то, что все плывет перед глазами. Ну, так или иначе, все равно четкость восприятия, она уходит. А здесь, когда алкоголя вообще практически нет, ну, только какой-то там с десертами, когда алкоголя практически нет, ясность картинки прям такая 8К. Да? 16. Ясность 16К. Да что там, 32. К. Бывает такое? Не знаю, нет, по-моему, пока нет. Но скоро будут. Да. Да это надо выпить. Пузырики в нос. Пожалуйста. Я хотел спросить, знаешь, что это? Как называется вот эта картина? Шансонетка в гарнире. Нет. Есть девочка с персиками, а есть Сашечка с персиками. Я не знаю девочку с персиками. Как, ты не знаешь Нет. картину? Девочка с персиками? Я знаю девочка на шаре. Нет. Ну, в общем, те, кто знает, поймут. А, извините. Это, видимо, Мона Лиза. Сашечка с персиками. А ты мне покажешь такую картину? Правда не знаешь? Нет. Я отобрал у девочки персик. У Сашечки. У Сашечки. Смотри. Персики пеш-де-винь. Мороженое можно часто встретить. Пеш-де-винь. Это вот как раз из этих персиков. А по вкусу они отличаются чем-то от обычных? А думаю, что не особо. Ну, я, по крайней мере, пока что не пойму. Очень вкусные, нежные. Какие они сочные. Какие вкусные. Красивые, прям нереально. Оп. Угу. Обнюхался. Да. У тебя прям течет. Ну, они прям текут. Нет. В шампоне, в персиках. Очень вкусно. Ну, хватит. Ты весь Хватит. персиядиной. Хватит. Нет, я специально досниму, да пока ты не доешь. Посмотреть, куда это может зайти. Ну да. В общем, мы все-таки решили, что быть рядом с океаном и не окунуться, это как-то совсем неправильно. Тем более, что у нас сегодня получается такой день, прощания, что ли, с океаном в этой поездке. Потому что вот такого океана уже в следующие дни не будет. Поэтому нужно хотя бы чуть-чуть вот там на волне подпрыгнуть. Переоделись. Идем подпрыгивать.
волны нереальные сегодня. Сильные, блин. Просто и такие, воу. Как классно. Все-таки это прям какой-то невероятный кайф. Вот так вот прыгать в океанских волнах. А вот теперь с особым кайфом вальнуться. Да? Ну что, пока-пока, океан. Мы еще вернемся. Обязательно скоро вернемся. А сумка легче не стала. Нет, не стала. Это парадокс. Сумка до пляжа всегда весит меньше, чем после пляжа. Да? Это, как это называется, Ну, субъективное ощущение реальности. вот такое субъективное ощущение реальности. А мы готовы ехать дальше. Может быть, я не готова, но надо. Такие домики, смотри, улочка какая симпатичная. Как это похоже на Таиланд. А остановка на мороженое. Чтобы немного освежиться. Мороженка, вот твоя с вафелькой. Здесь у тебя Абрикос с розмарином и ромовая баба. ромовая баба. А у меня очень оригинальная. Перец красный и вербена. И вафелька. Вербена. Такая свежая, очень вкусная. Очень крутой перец. Прям зеленый, ну, в смысле, болгарский перец. Ну я сначала со своего любимого. Ой, у меня ложка стояла в ромовой бабе. А там прям Ромовая ложка. ромовая ложка, да. Или бабовая ложка. Или бабовая ложка. Абрикос с розмарином. Вкусно. Он такой кисленький. Мне нравится. Но во вчерашнем в Лакано, который мы показывали, вкуснее. А баба такая прям, она прям реально Очень ромовая. Ромовая, да. Очень вкусно. Мне нравится. Попробуй срочно перец. И вербену. Реально, да. Ага. Как паприка. Вкусно. Вербена такая прям совсем деликатная. Да, Ну и освежающая. попробуй. Что там за баба? Она прям очень ромовая. Мы не пьем, но мороженое с алкоголем, знаете ли, никто не отменял. Ну, это, наверное, только вкус, вряд ли там прям это. Ну, это там все-таки для детей продается, вряд ли, да. Ну, она такая. Ну, она такая, да. Баба такая. Кисленький. Да, который вот, в Леруа Дупон, это вкуснее. Но Там больше чувствуется розмарин. Здесь мне нравится, что он такое кисленькое. здесь такое послевкусие размарин. Освежились, потому что прям стало припекать. Совсем распогодилось. Ну, почти. С той стороны еще не очень, а с этой уже солнце, небо синее. Ну, прям мороженое, то, что надо. Можно ехать дальше. О, как здесь цветочно. Пахнет как вкусно. Мы доехали до городка Андерно, где сегодня и останавливаемся на ночь. Сейчас заселимся, а потом куда-нибудь в центр, где будем искать, где поужинать, чего поесть вкусного. Да, опять про еду. Потому что едем здесь, и здесь запахи какие-то распространяются из дворов домов. Жареной картошечкой запахло. Вот так ехать приятно, а не всякие там эти капфере. Здесь жил-да-был черный кот Вандерно. Привет. Ой, ты хороший какой. Какой ты хороший черный кот. Хорошая собака-то какая прекрасная там. Хорошая девочка. Ну, не совсем черный даже. Да, такой. Ой. Наши велосипеды стоят. Вот такое вот у нас сегодня жилище. Уютное. Кровать. Все, что нужно. Там ванная. Холодильник имеется. Все есть. Собака улыбается. Такой хороший. Это девочка? Да. Такая прекрасная собака-улыбака. Такая хорошая. За что бы и пузо почесали.
Ты сегодня манго фрамбуаз. Манго фрамбуаз, да. Вот такие прекрасные, нарядные. Это не скромно, но, как вы знаете, скромность мы съели вместе с буляшками уже давно. И с устрицами. И с устрицами, да. Едем мы, освежившиеся, в городок Андерно. Ну, начинаем осмотр. Начинаем осмотр. Пиццерия что-то я не хочу. Мода, мода, мода. Очень модный город Андерно. А где еда-то? Одна мода на уме. А он у андорчан. Постеры. Это не постеры, это такие прикольные подставки под тарелки для стола. Мороженое такое, мороженое сякое. Уверен, что там еще есть мороженое. И еще одно мороженое. От мороженого нам сегодня еще раз точно не уйти. Не уйти, слушай, ну они сами напрашивают. Сами виноваты. L'Oncle Phil. Или нет? Или вот здесь мы, Куэн. Вот. Извините, все зарезервировано. Снаружи. А внутри что-то сидеть не хочется. А мы уже раскатали губу. Кто что будет. В прошлый свой раз здесь мы попали на массовое мероприятие, которое мы очень любим здесь во Франции. Был устричный фестиваль. Много народу, длинные столы, дешевая еда, музыка. В общем, все было весело, вкусно и колоритно. В этот раз фестиваль не застали, но если вы будете в это время здесь, обязательно побывайте. Очень, очень круто это. Ходили и нашли такое прекрасное местечко, тихое, чуть вдали от порта, но выглядит очень симпатично. Настоящий виноград. Да, это не декорация, это настоящая лиана, да. Здесь вот у нас такой столик в зелени, прекрасно. Если пойдет дождь, я в опасности. А я в безопасности. А ты в безопасности. Если что, мы туда подвинемся. Я думал, что это декорация, а это прям лиана виноградная, с виноградинами. Мы обычно, когда здесь что-то заказываем, ну, во Франции сейчас, обычно берем какое-нибудь блюдо, ну, и стакан воды, в смысле, графин воды. Во-первых, удивляет всех, что мы не выпиваем, но окей. Но всех удивляет еще, что мы мало едим. Но, в принципе, мы едим даже больше, чем в обычной жизни дома. Мы меньше едим дома. Да, это достаточно большие порции для нас. Ну, кроме того, мы там в течение дня постоянно то одно, то другое, то пятое, то десятое. Ну да, все удивляются, что 2 блюда и просто воды. Да, 2 блюда просто воды. Как дюймовочки. Что она там ела? Половину ячменного зернышка. ячменного Как это, половину ячменного зернышка наелась и согрелась. А съела целое зернышко, обожралась и вспотела. Так, да? Аппетитно твой тартар выглядит. Тартарище. Тартарище, картошечка фри. А у меня... Как? Да, это тартар из говядины, на всякий случай. Уже приготовлено. Уже Леше ничего не нужно будет готовить. Не принесли соуса, чтобы... Ну, добавить там вустерский, да, табаско, если понадобится. А у меня грудинка свиная, долго-долго томленая какая-то, конфит в жиру и пюрешечка с овощами. Это волшебное. Выглядит очень вкусно. Он уже приготовленный, идеально смешанный. Все порезано мелкими кусочками. Тебе, пожалуйста, тут и огурчик, и лучок, и петрушечка, и каперсы, все. Все это отправляется в рот. Вкусно? Хочешь попробовать? Я попозже. Я свою сейчас попробую. Волшебно. Она прям вся вообще, посмотри, что с ней происходит.
соус. Какой-то волшебный соус. Даже в лице изменился. Это так нежно. Она такая с карамельным каким-то таким соусом. Сладенькая. Сама грудинка очень невероятно нежная, прям тает. Пюрешечку я уже попробовал. Пюрешечка тоже отменная. И овощи. Но вот это прям. И соус. Очень-очень вкусный соус. И вот эта вот шкурочка. Прям. О. Я тебя оставлю. Хорошо, договорились. Приятного аппетита. Бон аппетит. Свинина прям волшебная. Прям волшебно, смотри, какая она. Скажи. Вкусная. Очень вкусно. Соус прям в вообще. соусе. И пюрешечка. Мы картошки наедимся на год вперед. Всякой разной. Мы обычно очень редко едим картошку. Но не во Франции. Ну, не Каждый во Франции. день. Во Франции она везде. Так, мы поели и готовы для мороженого. Здесь много мороженого. Ну, вот мы выбрали вот это. Здесь очень интересные вкусы. Какие-то миксы прикольные. О, как много там интересных вкусов. Абрикос, апельсин с коньяком. Здесь passion fruit, лимон и имбирь. Ну и в эту мороженицу больше всего очередь. В остальных как-то тихо, значит должно быть вкусно. Кроме того, называется Le Glacier d'Andernon. У меня клубника с лаймом и базиликом и абрикос с апельсином и коньяком. А у Лёши passion fruit с чем? С лимоном и имбирем. И берем. А здесь франколет. Фрамбуаз – это малина, кассис – это Смородина. и виолет – это фиалки. Фиалка. Какое-то чудо, да? Какой ты попробовал уже? Попробую сейчас вот это. Интересно. И вот это. Вкусно. А что-то я твоим образом подступать хочу. А я отхожу. А ты отходишь. Попробуй. Можно? Да, нужно. Это что? Это вот клубника с этим. Ага. И твой коньяк. У тебя сумасшедшее вкусное мороженое. Вкусно? Ну, меня- это у меня меньше мы вкусно. будем делиться. Ну у тебя прям вообще. Там дождь начинается. Нам бы уехать. Сухими. Доехать, да, сухими. Или хотя бы не очень окончательно мокрыми. М-м-м. Да? Я же говорил. Абрикос, апельсин, коньяк, как интересно. Я абрикоса, причем там особо не чувствую, прямо скажем, но оно в целом какое-то очень вкусное, да. Так, а теперь клубника с лаймом, базилик, клубника лаймом, да что ж такое, клубника лайм, базилик, это такой тоже беспроигрышный вариант. Да, по-моему, даже делал такое. Да. Вот это клубника, лайм, базилик прям бомбезно. Но мороженое наконец-то не тает стремительно под палящим солнцем, да? И под дождем тоже. Какое кисленькое, классное. Да, классненькая. Да, классненькое. Кисленькая, классненькая. Очень А фиалка вот это- чувствуется. А вот это прям, да, малина и фиалка чувствуется. А что там еще смородина? Черная смородина. А, идет на фоне вкусно очень. Вот это прям тоже очень вкусно. Да. Давай есть. Давай. Мы нашли место, где укрыться от дождя. Вот такой вот огромный кедр, да, это? Да, похоже на кедр. Сосна. Здесь хорошо укрыться. Очень хорошо и вкусно.
отливом вас, как и нас, в этой поездке уже не удивишь. Со стороны Андерно залив Аркашона выглядит вот такой вот, пустыней практически. Хотели было немного прогуляться, но что-то так моросит мерзенько, что мы передумали прогуливаться. А сейчас поедем. Сытые, довольные. По дороге зарулили в магазин. Биенвеню. Так, персиков. Это абрикос, кстати, ничего выглядит еще. Это белые персики. Это желтые персики. Магазин огромный. И пустой. Вообще пустой. Да? Никого нет. Вот для нас специально открыт. А это то же самое от казино. Жю де пом. А посмотри, Газетье. там тоже ничего нет. Ингредиент жю де пом, диоксид карбон. То же самое, только... Стоит только на евро дешевле. Значит, надо взять. Да. Водички. Как будто бы нам мало. Мы прям водохлебы. Слушай, а что в этом плохого? Блин, как много здесь всего интересного. Просто вот буквально на каждую полку заглядывай. Бутылка с растительностью. Но мы завтра в казино только в Аркашоне зайдем. Смотри, сколько риетов. Мама дорогая. А? Мама дорогая, сардины. Смотри, сколько здесь всего вкусного. Фуа Мы гras. завтра с тобой в казино. У нас есть планы. Зайдем только в Аркашонский магазин. И там наберем всего. В том числе купим тебе наконец-то вот эти штаны. А у меня такие уже есть. Может быть, там другая модель И есть? вот этот Брючный Настя, костюм. брючный костюм. Да. Он удивительно легок и подойдет к цвету твоих глаз. Ну нету. Мы здесь не проходили. Ну нету. Это мы не проходили. Вот смотрите, все для выпечки. Раньше я даже что-то с собой привозил. О, всякие фланы, смеси для фланов, того всего 5-10. Вообще. Французские магазины, это, конечно, как музей. Несмотря на то, что мы, в принципе, живем в стране, в которой много всего есть, французские магазины, мед всякие разные, это как музей. Сиропы. Сиропы всякие, да. Прованская дыня, клементин, сетева. Алкоголь здесь тут же. Алкоголь тоже. Какие-то Всякие разные. бешеные полки. Бешеные полки Пиво. алкоголя. Ну чего больше в Канаде, так это пиво. Да. Здесь вот пиво 3 жалких этих стеллажа. Ну и у нас сидр другой. У нас тоже сидра больше всякого разного. Да. Но он другой, правда. Ой, смотри, как много там всего. Всякие орешки, всякие грязини. Это все это типа оперов. Да, блин, как много всего. А. И как хочется. Мы ж только что поели. Так что поели. Ну еще мороженое живо взяла. Пойдем. Поехали, а то сейчас там ливень начнется. А, это Лидер со прайс, скидкой. это просто со скидкой, да. Гребешки в... Гребешки На на раковинах. раковинах. Да. Морепродуктов, конечно, здесь тоже много всяких разных. И цены. Мне очень нравятся цены. Цены на морепродукты. Пока мы ходили по магазинам, закончился дождь, и даже вон солнце выглядывает. И потеплело существенно. А думалась погода? Андерно. Мы пошли спать в наши апартаменты. Хорошая кошка. Кошка с пушистым хвостом. Доброе утро. Доброе. Бонжур. Салют. Пойдем завтракать. Все почти готово. А здесь у нас такой бассейн, где мы могли поплавать, но не поплавали. Потом, Ну тут вот на 2 грибка бассейн. ну, когда его снимаешь вот так в перспективе, кажется вполне себе. Ну, скромно, да? Придется в пекарню заехать. С удовольствием. Пан шоколя, сок. И сейчас кофе принесут. Такие прекрасные пан шоколяшечки. Хрустящий, вкусный. Но
А у Казани все равно хочу еще. Такие прекрасные кошечки на чашечках. А у меня у тебя розовая, да? В целом не хватает этому месту, вот конкретно этому, немного какого-то уюта, что ли, да? Мгм. Не хватило. И штуки от комаров на ночь, чтобы можно было распахнуть окно, она же дверь. В первой половине дня серенько. Небольшая сырожопица. Небольшая французская сырожопица. Французская сырожопица. Комары меня пожрали в нескольких местах. Я чувствую здесь вот на ноге, там У меня ноги покусаны прям существенно комарами. Они здесь злючие, дурнушские комары. Мешал Да. комары. Мгм. Ну, спасибо этому дому. Едем к другому. Все, идем. Улица, кстати, называется Лангедок. Очень символично для непьющих нас. Лангедок – это регион во Франции, который знаменит своим розовым вином в Провансе. Лангедок, Лангедок, не мети мне на косы, Это у нас сейчас песня. я от ночи шальной. Лангедок, Лангедок. Если женщина просит, ты ее Лангедок теребить не спеши. Все, поехали. Доброе Поехали утро. за гуляшкой. Не успели мы отъехать, как пошел дождь. Я под козырьком, Леша пошел за водой. Встали, кстати, у витрины с алкоголем. Символично. Че? Он цветит. А он закрыт еще, что ли? Да. А дождь закончился? Ты встала как раз в своей любимой полке. Да. Прям символично. Едем и говорим о том, что накапливается какая-то усталость в том числе. Она даже не физическая. Да, даже не от того, что ты все время Нет. крутишь педаль. От того, что нужно приехать, уехать, разобраться, собраться, запаковаться, распаковаться. И ритм. От ритма. Ты немного подустаешь от ритма, хочется в какой-то момент немного сбавить обороты уже и расслабиться чуть-чуть, потому что все равно ты все эти дни так или иначе в тонусе. Когда ты передвигаешься на велосипеде, в велопоездке, ты каждый день, вне зависимости от погоды, холодно тебе, жарко тебе, мокро тебе, сухо тебе, ты на велосипеде крутишь педали. Нам ли И- не знай, привет, Бургонь. Да, Ой, не Бургонь, а и вот, это. вот от Привет. этого немножко. Хочется немного в какой-то момент комфорта, что ли. Хочется чуть дольше задержаться, может быть, под одеялом как-то. Или иметь возможность не ехать, если в какой-то момент тебе не очень приятно ехать. Как вот, например, сейчас едем, ну, прохладно еще утром, но из-за того, что день обещает быть насыщенным, у нас такая большая программа, хоть и небольшой километраж, но программа насыщенная, все равно нужно выезжать. И вот хочется какой-то такой смены немножечко. Не прям вот до нытья хочется, нет. Это делимся такими ощущениями, как раз, наверное, больше утренними. Утренними и сильно вечерними, да, когда усталость накатывает вечером. А так, конечно, велопоездка — это какая-то великая вещь, дает такую перезагрузку и перезарядку, такой полный отрыв от всего ненужного, так прочищает голову. Остановка у пекарни. Не хватило нам утренних буляшек, нужна добавка. Доехали до маленького порта. Здесь у нас вот такой вот столик. Большой, Стол. маленький Стол, стол, да, стол. Вот с таким вот видом. Здесь все еще отлив в заливе Аркашон. Та серожопица, мне кажется, двигается в нашем направлении и скоро прольется. Там она уже льет. Да, она двигается в нашем направлении. Мало того, она уже начала проливаться, мне кажется. Ты чувствуешь? Капит чуть-чуть. Капит, да. Давай скорее есть наши буляшки и добавим темпу. Пожалуйста, вашему вниманию. Тарталетки с А в основном, абрикосом. конечно, нашему вниманию. Тарталетки с абрикосом.
тарталетка, точнее, с абрикосом и тарталетка с грушей и круассан. И тарталетка с круассаном. Да, Леше не хватило круассана сегодня. Не хотел, ну как можно, ну как же. Очень вкусный. Вкусный? Да. Он совсем не хрустящий почему-то, ну чуть-чуть. Но невероятно вкусный. Попробуй. Вкусный. Вкусный. Нежный такой. Вот, все, слои на месте, все хорошо. Хочешь сфотографировать? Говорит, хочет сфотографировать, пока не мокро. Я хочу не только сфотографировать. Сфотографируй тогда это. Ртом. Ртом. Вкусно. Они такие прям домашние-домашние. А вот это вот то, что там внутри, это... Франжипанец. Франжипанец. Забывай слово все время. Тут туда ставил крошки, и они прыгают. Вкусно. Вкусно. Такая прекрасная тарталеточка для подзарядочки. Ну как-то полегчало. После вот десертиков чуть-чуть закинулись. Круассанчик, опять же, с утра не хватало его. Смотрите, какая Лиана Трампет Вайн. На фонарь забралась. Офонарела. Скажи, да? Офонарела. Домик с французским и украинским флагом. Еще что нравится дело поездки. Особенно в этом, наверное, и в каждой, что в конечном итоге, а я вообще очень люблю это такое ощущение, что в голове ноль мыслей, прям пустая абсолютно. А это какое-то прям особенное ощущение, которое я очень ценю. Так редко бывает, когда тебя абсолютно ничего не беспокоит, и все, что у тебя в голове находится, это то, что ты видишь, то, что ты в данный момент испытываешь, какие-то эмоции, какие-то впечатления. Кроме этого, ничего. Ровно для таких вещей, по-моему, отпуск и предназначен. Ну да, то, что ты видишь, то, что ты чувствуешь, и то, что ты предвкушаешь, когда, например, едешь в поисках чего-нибудь вкусного. Да, это, пожалуй, все мысли, которые занимают велопоездки. Как доехать из пункта А в пункт Б, чтобы поесть. Бывают какие-то проблемы, но это все тоже решаемо. И в результате всегда очень позитивно. Но это мы, конечно, никак не можем проехать мимо. Никак. Rue de Canadien, улицы канадцев. 69 центов. 69 центов. Что 1 цент дал. Возьми, пожалуйста. Лимончик нам сегодня пригодится. Угадайте для чего. Угадайте для чего. И еще одна остановка. У буланжеришки осознали, что мы без багета, а он нам срочно нужен. Багет Свеженький. секрет. Багет секрет? Ну ты же не знаешь, что там? Не, это что там? А там такое. Возьми сдачи. Дождь, конечно, нам сегодня устраивает периодически легкий душ. Такой, ну не шарко, но легкий такой, освежающий. Вовремя добрались до магазина. Начался дождь. Купить надо изотоник, воды и переждать его. Ну, багет пока поесть. Чуть-чуть вкусный. Выражают меня там. Значит, пока я покупаю галеты с шоколадными пипитами. Угу. Ну, ты подъедаешь. Да я его спас, потому что ты его оставил на велосипеде, который у тебя упал. Ты плохо его опять поставил. Еще под дождем. А рядом с магазином есть автоматическая прачечная. Вот здесь сушка 2 евро. Большая машинка на 18 килограммов 8 евро. И маленькая машинка. Вот кто-то стирается как раз. Мы доехали до какого-то устричного порта с устричными хозяйствами на подъезде к Аркашону. Городку Аркашону, а сам порт находится уже на берегу залива Аркашон. И сейчас задача прикупить здесь аркашонских устриц. Продают. Берем трешечку, 7 евро. Ну что, устрички
Есть, уитрочки есть. Он какие-то медаль там, Какие-то, да, это мы какого-то медалировали. Какой-то, да, золотая медаль в Золотая медаль Париже. такая, золотая медаль такая. Пойдем найдем место, где мы их отмедалируем. И вот, мне кажется, прекраснее вида не придумаешь для поедания устриц. Канал, по которому они приходят в устрични. Можно прямо вот здесь вот сесть с видом на другие устрични. Все это обустроить. Устричные перчатки. Устричные велоперчатки снова в деле. Снова в деле лимон. Как он аппетитно пахнет. Лимончик. И снова, Устрички, смотри, какие красивые. Красоточка. Это специаль. Красотка, смотри какая. Улыбается. Улыбается. Рядышком кладу. Ну, добрались до устричек с залива Аркашон. Готово. Такой вот у нас натюрморт. Примечательно, что нам уже не первый раз вместо 12 устриц мило дают 13. Очень мило, я считаю. Да, по цене 12. Прекрасно. Давай дегустируй. Давай. Ой, съеживается. Съеживается. Подрезаем. Ну и делаем, что и положено делать. Очень вкусно. Вкусно? Очень, да. Вот эти вкусные устрицы. Слушай, а может быть нам помес наш этот, шампоми еще? Пока он прохладный. Наш безалкогольный сидр. Утка приплыла. Хочет тоже устриц. Или сидром. Оп. Все хорошо. Давай. Сразу и глоток сделай. Ящерица приползла. Где? Ах ты. У нас тут вообще в мире животных. Утки, ящерицы. Вкусно. Вот сегодня мы пьем помпати. Крышончик. Ну что? Устричка аркашонская. Устрицы залива Аркашон имеют такой, это такой символ, потому что с устриц, я полюбил устрицы очень давно, а Леша первые устрицы свои полюбил как раз здесь, Да. в заливе Аркашон. Я тогда заказал себе дюжину, Леша попробовал одну, вкусно, и полез за второй. Тогда я был такой, устрицы были редки в нашей жизни, и, конечно, со скрипом. Я делился, предложил, может быть, тебе еще дюжину отдельно заказать. Но Леше было приятнее пробовать. С тех пор мы оба по устрицам. Так, ну что? Вкусно, правда? Очень вкусные. Они такие орехово-сливочные тоже. Да. И слегка солоноватые. Очень вкусно. Прям, отлично. Красота. Этими аркашонскими устрицами мы наш устричный марафон закрываем. Думаю, завтра уже будет день без устриц. Очень вкусно. А еще раньше в поездках я вообще вел практически такой прямой репортаж. Сторис, какие-то фотки там, в Инстаграме, в Фейсбуке. А сейчас я подумал, я все снимаю. Ну, как вы видите, у меня материала уже отснятого часов 10, не меньше. Это только видео, фотографии плюс еще. Но я подумал, что если я не сделаю это вот прямо сейчас, в моменте не запущу, то, что я ем, то, что я вижу, то, что я слышу, ничего не произойдет, мир не рухнет. Вообще, без Инстаграма, без Фейсбука, без Ютуба, без чтения каких-либо комментариев. Я все отключил, перенес куда-то там на запретные страницы, чтобы не было соблазна. Мы решили, что весь отпуск у нас будет такой полный отказ, и это так голову, надо сказать, устричка заждалась, голову восстанавливает. Столько токсичного в социальных сетях. Несмотря на то, что с этим связана моя работа, я вам тоже всячески рекомендую, когда вы едете, хотя бы когда вы едете в отпуск. В такой обыденной жизни достаточно сложно от всего этого отказаться и приходится себя заставлять, но когда вы едете в отпуск, отключайтесь от всего. От всего. Вот только вот здесь и сейчас вас интересует, где найти устрицы, как куда-то поехать, где найти поесть, где что красивое, как что узнать.
Единственное, чем мы пользовались, это интернетом для того, чтобы узнать, ну, там, получить информацию о каких-то местах. Google, который нас здесь всячески подводил, и все. И это прям, я не знаю, мне кажется, голова... И это первый раз за все мое присутствие в социальных сетях. Это впервые. Вот такой вот перерыв. Прям детокс. Это прям, да, прям детокс. И это очень, очень полезно. Вот это вот дистанцироваться от работы, от социальных сетей, того, чтобы получать какие-то новости и наслаждаться тем, что его, меня окружает, это прям очень хорошо помогает в голове как-то восстановить правильные потоки информации и сконцентрироваться на том, что есть сейчас. Раньше мы ездили в отпуск. Очень часто было, что для того, чтобы начать наслаждаться тем, что происходит, должно было пройти там неделя, полуотпуска фактически. Я тратил на то, чтобы голову настроить на нужный лад. А тут все отключилось. И мне кажется, вот так и надо. Мы решили взять прям за правило, когда уезжаем в отпуск, насколько бы ни ехали. На 2, на 3 дня, на неделю, на 2, на 3 отключаться от всего. Ну, потому что это не помогает вообще. Вот это вот помогает. Думать о том, что здесь сейчас, вот как Леша сказал, вот все мысли заняты тем, что у тебя перед глазами, что ты чувствуешь, что ты видишь, что ты слышишь. Да. Без Очень социальных сетей поддерживаю. и без алкоголя. Дзынь. Пузырики в нос. Пузырики в нос. Заключительная устричка, по всей видимости, в нашей поездке. Ну, мы же посмотрим, но возможно. Скорее всего, да. Давай, за нас, подожди, за нас, за вас, за то, чтобы... Всем было так же хорошо, как нам сейчас. Давай. Последняя утречка очень вкусная. Прекрасно. Прекрасно мы сегодня здесь отпикниковали. Устрички идут в устричную кучу. И теперь нас ждет, собственно, сам городок Аркашон. Едем. Докрутили педали до Аркашона, прекраснейшего городка с невероятно уютными домиками, виллами, каждый из которых домик хочется разглядывать детально, потому что все они такие тоже пряничные, уютные и милейшие, да, совершенно восхитительные. Наверное, один из самых уютных городков на пути велоодиссеи в плане архитектуры. Помню, раньше, когда мы ходили пешком по Аркашону, мы ходили и выбирали дом. Ну давай, какой твой, какой твой, какой твой? И реально хочется жить практически в каждом втором. Очень они прекрасные домики Аркашона. Сейчас у нас есть свой прекрасный домик. Смотри, какие красивые тоже здесь домики. Кафушки, ресторанчики, магазинчики, буляшечные. Мы спешились и идем, наслаждаемся атмосферой. Дегустационное бюро продегустировало аркашонский туалет. Одобряет. Вот там весь снизу, с пола до потолка моется после каждого посетителя. Стерильно. Можно душ принять. Как-то здесь так хорошо, расслабленно, приятно. Люди все наслаждаются летом, отдыхом. Прекрасно. А нам надо найти, что поесть. Какой-нибудь блин хочется. Блин. На набережной Аркашона, как водится, много разных мест для еды. На любой вкус и кошелек. Но чаще на толстый кошелек, потому что самое такое центральное место и места здесь сильно дороже. Сели в криперишную, бретонскую. И даже меню не посмотрели. Но решили, что какое может быть меню у бретонской криперишной. Вкусное бретонское. В прикольном карафе принесут воду. Вот. Я заприметил их, когда мы здесь еще по улице шли, что вода здесь приносится красиво. В таких маяках. Это наш какой по счету маяк? Боже, со счет я сбился. Напиток поездки. Вода. Пейте много воды. Будете здоровы. S'il vous plaît, pour moi, la 3 fromages. Pour toi? И pour moi, la campagnard. Merci. Выглядят галеты супер аппетитно.
Там у Лёши с сюрпризом. Кто бы мог подумать, что это там сосиска просто ляжет и накроется этим. этой галетой. Сосиска там. Она вон, да, она, где видишь, сосиска. такая О. легла. А у меня 3 сыра и салатец такой прекрасный с грецкими орехами. Сейчас будет вкусно. Надо сразу там это Мне щас- спросить, как дела у Как колбасы. это вкусно, я уже представляю. Мы же поделимся. Ну, конечно, поделим. Конечно, как же нет. Я сразу сразу к делу. Да, там такая сосиса аппетитная. Вкусно? Я вижу довольное лицо, значит вкусно. Горячее? Во-первых, очень вкусно. Да и чё? Потом вот эти вот перечные, вот здесь вот этот... запеченность. Пипинады, как она там называется? Пиперданы, да. Пиперданы, пипи что-то. Ой, она пропала из меню. Она называется пиперада. Пиперады. Очень вкусная тоже. Такие тушеные перцы. Пиперадочки. Я еще кусочек съем, а потом этот... Очень. Там прям сыр. Там прям все 3 сыра сразу. А я вот не знаю, они как-то... А вот у меня в прошлый раз, когда я брал Они галету были с по 3 частям, сырами, они да? были по частям. Ну, посмотрим, как делить. Какая она хрустящая снаружи. Какая она сырная внутри. Это какой сыр? У тебя там эмменталь, шевр и рокфор. Ты взял с рокфором кусочек? Как говорится, как бы это странно не звучало, я и моя сосиска тебе завидуем. Галета какая вкусная. Гречневая. Очень вкусно. Очень. Мы с сосиской тебе завидуем. Я тебе оставлю что-то. Хорошо. Очень вкусно. Бон аппетит. В моей сырной галете разный сыр с разных сторон. 3 сыра. Мне пришлось повыедать вот так вот, чтобы Лёше достался каждый сыр, потому что это очень вкусно. И там в середине его больше всего. Ты такой добрый. Ну, ты же любишь сыр. Рокфор. Скажи, это прям очень вкусно. Прям да. Ой, мне кажется, тебе отдал невкусную галету. Нет, По сравнению с этим. Нет, но сырное это просто какая-то вообще праздник какой-то. Попробуй козий, еще очень вкусный, вот он ближе сюда. Ну, вот он где-то здесь. Да, тоже очень вкусно. Здесь несколько удовольствий в одном. Такой нежнючий. А здесь менталь, да? Эмменталь с какой-то другой стороны. Вот здесь эмменталь. А здесь менталь. Да. Сейчас мы узнаем. Просто Там уже с как он рокфором он немножко смешан. Галеты очень вкусные. Очень вкусные. Вот сами гречневые вот эти вот галеты. Надо как-то с блином все. Вот, совсем. Здесь и лук, и блин, и вот эти вот пиперданы. Какой лук вкусный. Да, лук конфиль, как они его поделали? Очень вкусный. Карамелизованный. Карамелизованный, да. Очень вкусно. Мне и та, и другая понравилась. Там столько сразу вкусов в одном, и вот это вот с этой стороны, вот здесь перечность. Это прям как пирог такой. Да, да. Полноценный. Очень вкусно. Вот это для изысканных вкусов, а вот это прям вон, прям пирог. Да. Очень вкусно. Выбираем себе креп на десерт. В общем, очень рекомендуем вот это вот местечко. Ну, сейчас мы еще сладкий блин попробуем, и я уверен, что еще больше его зарекомендую. Мы взяли с каштановым кремом. Крем де марон. Они приготовили его, по-моему, меньше, чем за минуту. Ну, и быстро там. У них раз, вон там Ну, женщина пока ты стоит. там, да, с телефоном сидишь. Давай, попробуй же скорее. Это же, наверное, невероятно вкусно. Вот там, видишь, это Да. крем де марон.
сами блины такие нежные-нежные, практически невесомые. Мне кажется, от этих блинов точно невозможно поправиться. Точно невозможно. Очень деликатный каштановый крем. В эпицентре каштановости. Какая цель? Что чувствуешь? Очень вкусно. Очень вкусно. Прям. Ну, каштан, конечно, такой свой, своеобразный вкус. Очень вкусно. Такая пюрешечка. С таким каким-то, ну, каштановым вкусом, да. Ну, он как-то прям не навязчивый, деликатный Блины такой. прям вообще, да, они прям тончайшие. Они просто вообще, вот посмотри. Они прям реально невесомые. Прям такая сеточка. Обмакни в каштановый крем скорее. Я уже так попробовал. Мне хотелось, просто попробовать. Очень вкусное. В общем, Да. рекомендацион. Миллион рекомендационов. Ой, под блином пряталась вот эта вот тетушка бретонская, которая очень часто там на всякой сувенирной продукции. Тетушка-брететушка. Тетушка-брететушка, да. В общем, рекомендуем вот это местечко. Очень вкусно. Очень уютный городок. Не устану это повторять. Аркашон — это прям тоже любовь на маршруте Велоодиссеи. Какой дом с прекрасными балкончиками. Здесь такая приятная площадь с фонтанцем и цветы. Повсюду вот эти цветы, да? В какую сторону не посмотри, везде уютно и красиво. Не поймешь, куда пойти, хочется везде и сразу. Потому что во все стороны красиво и приятно. Из цветов инсталляция, где все фотографируются. И мы тоже. Ух, а здесь как красиво. Здание мэрии. Ух ты, здесь мускокские кресла. Почти. Красивое здание мэрии тоже. Здесь конфета. Но они как бы намекают, что нам нужно здесь съесть еще потом десерт. Или мороженое. Или то и другое. Или то и другое, да. А здесь все в кресле мускокском фотографируются. Как здесь приятно. Очень красиво. Невероятно приятно ездить, ходить, сидеть. Погода распогодилась, прям все как надо. Вилла тоже красивая какая. Да, все дома красивые. Еще одно любимое место у нас здесь есть. Парк Мореск. Мавританский парк. Мавританский парк. Вот нам теперь нужно туда подняться. Здесь есть лифт, правда, но кому интересен лифт, когда есть велосипед? А, лифт вон там внизу, тем более мы его уже пропустили. Может спуститься. Нет. Нет, мы на своих двоих. Отрабатываем блинчики. Поднимаемся на холм. Наверху тут очень красиво тоже. Вот, например, вилла называется Антонина. А вот эта вилла называется Толедо. Красивая тоже. Парк Мореск. Нам туда. Очень популярен питанг. На маршруте много встречали. Да. Большой парк, разбитый над Аркашоном, он же ботанический сад, парк Мореск. Приятное место для прогулок, для того, чтобы полюбоваться всяческими растениями. Здесь много всего цветет и растет. И отсюда прекрасный вид на Аркашон, немного сверху, на черепичные крыши Аркашона. Видите, как много всего цветет. Банановые пальмы, вот, например, сейчас мы проезжаем банановые пальмы. С той стороны другие пальмы. Очень красиво здесь. Привет. Мое любимое дерево. У меня в Инстаграме есть как минимум 2 картинки этого самого дерева. Espoir de Sange. Мне очень нравится название. Оно выглядит таким пушистым, приятным, на самом деле жесткое и очень острое. Видимо, поэтому обезьяны разочаровываются. Да, они, видимо, прыгают на него, как на пушистое прекрасное дерево. А И это фактически какой-то кактус. это кактус, да, причем такой с острыми, как лезвие, листьями. Они реально прям острые, прям как лезвие. Это очень жесткие. Вообще это не листочки, не мягкие листочки, это прям острые Чешуйки какие-то. чешуйки такие, которые прям легко ранят, они прям еще и острые, как лезвие. Вот так вот, если потрогать. Реально можно как устричный нож использовать. Бедные обезьянки. И мы подбираемся к еще одному
любимому месту в Аркашоне. У нас так сегодня по любимым местам. Это смотровая площадка, небольшая башня, откуда открывается потрясающий вид. Вот, Бельведер, обсерватуар Сан-Сесиль. Мы когда впервые сюда поднимались, наша подруга сообщила нам о том, что башня падала уже, когда мы были на самом верху. Кайф. Ух. Красота. Во все стороны. Здесь все зеленое. Там черепичные крыши Аркашона. Красиво, Да. Всегда есть страх отсюда уронить телефон. да? А ты тогда с тяжелой камерой. Да, первый раз я здесь был с тяжелой камерой. Но она у меня на шее висела. Так ты за ним, вслед за ним можно было ухнуть. Вообще. Я просто хочу показать, что мы одни на всей Бельведерщине. Вот этой вот. Все поспускались, да? Да. И вся площадка для нас. Красота? Не будем кричать, там много людей, а то напугаем. Давайте, пока башня вся для нас, проходочка полная. По периметру, так сказать. По окружности. Аккуратнее телефон. Всегда есть такой страх, да? Что он выскользнет и туда. И туда высоко. Там никто не поднимается? Нет? Красиво. Будете в Аркашоне, обязательно поднимайтесь. est l'un des tout premiers chalets à avoir été construit par les frères Perret. C'était aussi l'un des plus chers à la location avec sa salle de billard pour les messieurs. Снова появился этот потрясающий хвойный запах. Такой прям отдыхательно-морской хвойный запах. Такого, как здесь, нигде мы не вдыхали. Вот такая у нас сегодня уютная комнатка. С такими какими-то интересными маленькими деталями. Лешечка прячется у входа. Такая милая, небольшая, но очень уютная комнатка. С видом на баскский домик. Как вы понимаете, покой нам только снится. Мы уже снова на колесах и отправляемся к следующему пункту нашей программы. И перед следующим пунктом у нас еще одна важная точка. Магазин. Вот огромный. Ух, ничего себе. Тут все. Потому что тут все, и да, и можно зависнуть здесь на целый день, мне кажется. Огромнейший магазин просто. Вот, кстати, то, что нас может заинтересовать. Блин, сидры, но это все алкогольные сидры. Мы будем брать шампоми? Или мы привезем его горячим? Или не надо? Приехать полчаса, сколько, 40 минут. Да. Наверное, не успеть прямо разогреться. Как здесь много всего. Глаза разбегаются, да. Вот это прям сразу зависть. Такая толстая. Магрешечка такая, да, магрище. Да, по-другому не скажешь. Утиная грудка и стоит 12 евро. Красота. Мы, кстати, за 12 ели такого же примерно размера, но уже готовую. Да. Так, необходим нам паштетик. Вот приглянулся риет утиный, риет де канар, и пате де кампань супериор. Со скидкой он сейчас. Сколько здесь всяких прекрасностей. Вот, например, пате ангрут с уткой и фисташками, паштет в тесте. Креветки. 2 галеты с сыром и лордоном, ну с ветчиной, с бекончиком, с лососем галеты. Здесь много всего того, что просто разогреть, и это будет очень вкусно. Канелони мясные, канелони де буф, пармантье де канар, картошечка с уточкой. Пиццы как прекрасно здесь выглядят. Какие-то маленькие закусончики фантастические. Ветчины, колбасы, просто миллион видов. Сыры.
уходящие куда-то в бесконечность. Вот это невероятно вкусный сыр, горгонзола с маскарпоне. Это просто прям фантастика, как это вкусно. С хлебом просто полный улет. Вот этот сыр я помню еще с института Бакюза. Очень я его тогда полюбил и даже, по-моему, привозил в Москву. Сен-Мор-де-Турен. Очень вкусный козючий сыр. Мне кажется, мы такое пробовали как-то, да? Я не помню. Есть сердце мозги. Есть вот такой вот симпатичный. Ну какой тебе больше нравится? Ну давай сердце возьми. Сердце или вот? Или вот. Ну давай, какой? Сердце или мозги? Ну давай мозги. Или сердце. Или сердце? Ну и сердце возьми. Такое вот овечье имеется. Сердце и вот такую голову монаха. Красиво наструганную голову. Голову на. Как можно было так назвать? Зеленый миндаль. Ты видел? А что с ним делать? Не знаю, видимо, сушить, обжарить. Не знаю, что-то, наверное, делают с зеленым миндалем. И вот такой уже миндаль. Сухой. Здесь фундук каким-то образом затесался. Вот такой вот яблочный сок можно взять, как альтернативу газированному. Мне кажется, это тоже очень вкусный. Ну, попробуй. Конечно, этот с серебряной медалью, а этот золотой. Почему серебряный? А, да. Аржан. Да то же самое же. А это о. Это же большая бутылка. Ты думаешь, медаль дали за то, что бутылка большая? Да, за размер. Ну ладно, давай шампунь тогда, она полегче, там 750. Мини-ананасы не нужны нам? Нам бы где-то нож теперь раздобыть. У нас ножа нет, намазывать паштеты. Помидорок маленьких, вот этих светофористых, 9,99. У нас много всего намазывать, я вообще взял 2. Давай возьмем 2. Пакет? Давай шиканем и возьмем 2 таких. Давай, Они поменьше, тепленькие и однозначно вкуснее. Никакие вкусности нам не нужны. Канеле де Бордо. Ой, прикольная такая стойка. Никакие больше нам вот такие вот маленькие штученки не нужны. Кафе Гурман. Это маленькие мадленочки. Французские магазины — это всегда полный снос головы. Вообще просто голову спрячь долой. Где наши велосипеды? Взяли все, что нужно для пикника, и едем в очень красивое место. Красивее место придумать сложно. Здесь, в окрестностях Аркашона, такая настоящая, величественная, я бы даже сказал, природная красота. Едем на дюну. Дюн де Пила. Чтобы хорошо поесть, нужно сначала хорошо покрутить педали. Золотое правило велопоездки. Либо до, либо после. Тут возможны варианты. Ну, о том, чтобы не набрать песок в кроссовке, можно сразу забыть. И вот, собственно, она красавица. Песчаная дюна Пила. Это красотища. Просто невероятная красота. Я уже забыл, сколько дюнов в длину, сколько в ширину. Точно очень много. И вот здесь вот появится текстом. Но знаю, что каждый день она прибавляет... Каждый год она прибавляет почти по метру. И вот там у подножия есть деревушка, которую она год за годом поедает. И погода прям как надо, да? Разгулялась. Синее небо, море, океан. Солнышко. Солнце, да, красота. Что еще надо? Так, ну сначала просто вытянуть здесь ноги и посидеть. Как хорошо! В 2012 году я нарисовал здесь вот такое сердце на песке. Вот так просто. Сфотографировал его и разместил эту фотку на фотобанке. И она уже заработала несколько тысяч долларов. Просто вот так вот мы сидели. Я подумал, что как красиво здесь будет нарисовать вот такое вот сердце. Здесь у нас от персиков и помидоров есть вот такие вот замечательные пакетцы крафтовые.
мы можем на них все и раскладывать. Какой вкусный помидоры. Это патэ компания, да? Да. Паштетец. А это риетец. Утиный. Риетец. О, как будет нам сейчас вкусно. Очень вкусно. И вот такое. Ну, я про сердце рассказывал. Вот у нас тоже есть сердце. И багет. Прекрасный багет. Ну, прекрасно как. Будете скрипеть немножко на зубах. Ничего страшного, Ну, ожидаем. мы потерпим. Это так прекрасно, что пусть скрипит. В магазине вспомнили про свой устричный нож, которым мы как раз рассказали, что все им намазывали. И поняли, что нам-то сейчас его как раз будет не хватать. Но мы как-то от мороженого сохранили ложку специально. Мало ли, подумали, какой десерт нужно будет съесть. И вот она нам сейчас для риетика вот этого утиного, прекрасного, нежного, и пригодилась. Риетик прям бомбезный. Вкуснота и красота. А я попробую патэ де компания. Компанейский паштет. Его можно прям ломать. Вкусно. Очень вкусно. Пришла пора попробовать сыр. Ничего себе. Вкусно выглядит. Вкусно? Сливочный. Надо ложечкой. Выглядит прям супер аппетитно. Такой нежный-нежный. Ой. Ну посмотри. Прям как масло. Прям как, да. А внутри он такой морожененький. Посхваченнее серединка такая. Сейчас нужно быть очень аккуратным. А, взлетела у нас другая, да, какая-то? Это пролилась. Это пролилась. Сейчас прольется. Да? Не знаю, наверное, да. 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 Ну ладно. Это шампунь наш. Невозможно открыть. Этот безалкогольный сидр. Без того, чтобы все вокруг него делать. За вас, за нас, за то, чтобы всем было так же хорошо, как нам сейчас. Если уделываться, то на дюне пила. Да. Что из еды в этой поездке тебе понравилось больше всего? Запомнилось, понравилось. А устрицы считаются? Ну, устриц было так много, что ж там теперь выбирать еще ту или иную дюжину. Ну, если это устрицы, то да. Ну, пусть будут устрицы. Вообще, все было вкусно. Я помню, какие сумасшедшие вкусные мульки ели. Где? В одном из мест. Мне кажется, они все время Два были вкусные. последних мули-приема. Волокано были вкусные. И перед этим. А перед этим были вкусные Мы прям с ума сошли. на Алероне. По-моему, на Алероне. А сошли? Алеронские мидии мы даже А, да, они возили. были вкусные. Да. Они прям были сумасшедше вкусные. Тартар был везде неплох. Ну а что там, по идее, быть неплохому-то? Гуляшки не считаются. Везде вкусные были. Здесь все вкусное было. Была сумасшедшая просто утиная грудка. Целая, которую мы тогда съели на фестивале в этом на празднике А как же в Лебусоль с медом из розмарина? Ой, та сумасшедшая вкусная. А мороженое какое тебе больше понравилось? Мороженое мне понравилось. Мне понравилось очень мороженое в Бернесте в Ля-Рошель. Да, Очень очень вкусное. согласен. Наверное, пока оно самое вкусное, потому что мы там его поели несколько раз, а в Леруа-де-Кон мы поели только один раз. И
Но Эрнест мне все-таки Эрнест, Эрнест пока победил. Прям, я бы сказал, для меня, по крайней мере, поскольку моя память мне мало чего хранит, переоткрытие. Что ты больше всего запомнил из еды? Из еды, во-первых, креветки розовые. Ой, да. Особенно, которые мы покупали уже в Сулаке, не те большие, а которые другие большие, тоже безумно вкусные. Нет, а до этого на Алероне мы покупали с соусом, который был с водорослями. О, С майонезом с водорослями. Они были безумно вкусные. хлеб с водорослями. Утиная грудка с... Лёдом. Еще один пакет нужно. Да. Мы купили 2. Один несет, нас ничего. Утиная грудка с медом и с розмарином. Она прям обалденная была. Да, в Лерошеле. Возьму себе кусочек паштета. Вспомню, А то про еду не говорится без еды в руках. Утиная ножка на ярмарке была вкусная. Картошечка там была. в Уртене. Вкусная, прям там такая по-домашнему, да, в Уртене. О, сумасшедшая картошка была, да. Она была очень вкусная. В Сулаке мороженое было вкусное, вот это вот от Дятловых. Ага, Тимми Дятлова. С манго и малиной. Даже томат с моцареллой мои, когда у меня с желудком все было не очень хорошо. И йогурт. Фромаж блан. Фромаж блан. И это так прекрасно. Бывать, я уже не раз это говорил, бывать в местах, которые произвели на тебя неизгладимое впечатление, оказывается в них снова и снова, и заново впечатляться. Это ведь так круто. Скажи. Согласен. Честно говоря, я думал, не справимся. И риет, и паштет Все ушло. улетели, да. Хочу сказать, как мы вовремя-то приехали. Посмотри. Говорили о синем небе. Вон там идет серожопица сюда. И солнце уже не так жарит. Андерновская. Андерновская серожопица, да. Серожопица Дандерну Алеба. А в прошлый раз мы ехали вот туда, далеко, за Биарриц. До Биаррицы и дальше. И наездили тогда 1200 километров. Да. Так вот надо сделать, только ногами. Да. А это сердце. Для вас. Ну все. Мы пошли. Пока. Дюна. Пила. До скорой встречи. Новой. Да, мы вернемся. А мы еще вернемся. Народу становится все больше и больше. Все на закат приходят сюда. Мы закат здесь уже смотрели, к тому же нет уверенности, что сегодня он здесь будет прям закат-закат, потому что вон там все серое. Уверены, что свой закат мы еще здесь увидим. Да. Не свой закат, в смысле, закат солнца. Спускаться, да, сильно проще. Ух, и хорошо так, бодренько. Даже несмотря на то, что уже такие колобки наеты. Могли бы сейчас скатиться прям кубарем туда. На телефоне здесь сверху показывается картинка дня. Да, это наше начало нашей предыдущей велоодиссеи 2015 в года. 2015 году, да, 8 лет назад. Круг замкнулся. Я помню, я в тех голубых шортах так высоко поднял ногу, что залезть в велосипед, в один из первых дней их там... Да, мы там искали, чем их зашить. Уже практически у нас на районе, где сегодня останавливаемся, в прекрасном тихом местечке. Вы, конечно, извините, но до дома мы просто так не доехали. Остановились у магазина, вон, видите, кто там на кассе. Купить какой-нибудь десерт. Что-то захотелось. Мороженого не нашли, здесь в городке уже все закрыто. Ну что? Фисташковый мусс.
Практически. Я думал, что в последнюю минуту хватаю из магазина. Оказывается, они еще полчаса открыты, как ты говоришь. Да, вон там написано. Но очень нам понравился он. Нам, Алексею Вячеславовичу, очень понравилось. Ну, фисташковый, ну это необходимо было взять. Да. Ну, мы добрались. Даже уже печеньку кто-то слопал. Что? Не знаю. Я не лопал. На сегодня все, да, устали. Бон-нюи, бон-суаре, бон-журне. Окно открыто, поэтому, а там кто-то везет чемодан, едет машина, да. В общем, с этим прекрасным фоном звуковым на сегодня завершаем. Все. Пока-пока. Главное дело, именно в тот момент, когда я говорил, должны были проехать все машины мира, протащить все чемоданы, а сейчас тихо, и птички поют. А фисташковый мусс – это, между прочим, супер вещь. Рекомендую. Мгм. Я всегда говорю. Доброе утро. Бонжур. У нас новый день. Прекрасный, солнечный. Небо синее. Сейчас пойдем завтракать и поедем. Привыкли уже распаковывать, упаковывать, распаковывать, упаковывать. Вот это вот все по утрам, по вечерам. Да? Да. Но можно будет дома просто этим заниматься. Вот, я хотел тебе предложить. Ну, хочешь дома там кожу просыпаешься, распаковываешь, запаковываешь. Так это, да? Да? Че ты трусами в меня Это машешь? футбол. А, Че, по-твоему, такие огромные трусы? не знаю, булок мы много ели. Такой у нас приятный завтрак на терраске. На терраске. Там небо синее, прекрасно. Пальма выглядывает. Мне тоже молока добавь, пожалуйста. Я бы стал добавлять только себе. Да? Да. Спасибо. Здесь у нас багет подтощенный, поджаренный в тостере. Но за круассанами и паугазанами придется заезжать. Зато на завтрак сегодня есть фрукты. Я прям с удовольствием начну день с банана и абрикоса. Вкусные абрикоски. Вкусно. Знаешь, какая косточка сама такая отваливается. Выпрыгивает. Угу. Это из слив мирабель и абрикосов. И абрикосов Конфитюр. И абрикосов абриком. Да, вкусная конфитюр. Как я люблю абрикосовые конфитюры. А я люблю слив. Конфитюра слив мирабель. Мирабель, Мирабель, не мети мне на косы. Не то, чтобы я помнил об ее существовании до сегодняшнего дня. Если женщина просит ее абрикос, теребить не В абрикос спеши. не спеши. Чё ты несешь? А ты? А, это, оказывается, был не грейпфрут, а красный апельсин. Не знаю, теперь что делать. Стоят эти люди, держат пластмассовые растения. Ну, такой милый маленький садик на терраске организован. Там такая мохнатая пальма. Небо сегодня чистейшее. Все, отзавтракали. Чуть свет уж на ногах. И я у ваших ног. Мы решили выезжать из Аркашона без круассанов, которых у нас не было на завтрак. Это же просто неприлично. Вы же взрослая женщина. Вернитесь в коллектив, в семью с круассанами. Закинуться еще буляшками. Найдем какую-нибудь вкусную пекарню. Буляшками, да. Ну и кроме того, сказать пока-пока морю, океану, от которого сегодня уже отдаляемся. Не смог не остановиться, чтобы не снять вот эту вот виллу красивую. Так приятно ехать по вот этим вот улочкам. И бегать, наверное, здесь приятно как. Ну какая же красота, а? Мне кажется, я Аркашон люблю все больше и больше. Вокзал Аркашона. Повсюду в Аркашоне можно увидеть украинские флаги. Вот рядом с вокзалом тоже. Дорулили до казино, но не с целью поиграть, а закупиться. Ты долго сегодня. Выбирал между двумя вкусами Powerade. Какой сегодня у нас?
Вишню. А здесь что? Зажорство? 2 комплекта печенек, завтра же выходной. Ну, кстати, здесь написано, что завтра этот магазин, например, работает аж с 8 утра до 10 Но вечера. мы сюда не приедем. Британия нас влюбила в себя раз и навсегда. Где-то здесь должна быть пекарня сейчас. Мы подъехали к парку Мореск, а здесь небольшая пекарня с хорошим рейтингом. Все супер аппетитно. Пан шоколад и пан розан. Пан шоколад выглядит невероятно аппетитно. Мы обычно пан шоколад не берем, но они выглядят просто потрясающе здесь. Потрясающе. Пойдем туда, на скамеечку к парку Мореск. Пан шоколад просто вообще, они причем не весом. Ой, у меня сиська. Подожди. Течет. Подожди, вот. Сейчас я ее заблокирую. Ай. Не надо. Течь. Сосок потек. Саш. Ну прям сюда, вон. Ну хорошо. В общем, как невероятно. Прям волшебно пышные, и они прям легкие-легкие. Вгрызайся. Такая воздушная. Угу. Прям вообще. И шоколаду здесь прям не с перебором, а чуть-чуть, так как надо. И хрусткость повышенная. Вот Все эти как вот- мы любим. Как вот нравятся нам шелупоньки такие. Шелупоньки. На, пробуй. Но он прям невесомый какой-то. Да. От такой выпечки точно не потолстеешь. Останется таким невесомым. Невесомым. Вкусно. Круассаны у них закончились, но это прям достойная замена. Это же еще не все, тут еще есть кое-что у нас. Я сразу обратил внимание, как невероятно аппетитно там выглядят пан-розаночки. Пан-розан. И они тоже такие легкие, прекрасные, но прям чувствуется, что у них и крема достаточно. Пробуй. Ты первый. О, спасибо. Вкусно? Ну, с другой стороны, очень вкусно. Если они были бы чуть-чуть попушнее, Угу. я был бы не против, но и без этого они прекрасны. Изюм сыграл со мной в игру. Сначала прятался, а сейчас раскрылся. Ну да, они здесь такие совсем тоненькие, но мне даже нравится. Мне нравится, когда теста немного. Они прям совсем такие. Для дегустационы. Не для того, чтобы Наестся. наесться, да. Одной пан-розан. Да, здесь немного теста. Пожалуйста, вот возьми самое вкусное. Почему? Я нормально с тем. Съешь Вот я вот вкусное. так вот. А? Вывалилось днище. А это тебе. Сложил. Ну, можем, если хочешь, еще что-нибудь Нет, написать, но у нас нет. еще есть планы здесь. У нас еще есть план. Надо Нам- оставить чуть-чуть места. Я обсыпался весь. То есть ты теперь сладенький. Ну, теперь сладенький, как пан-розан. А я теперь воздушненький, как пан-шоколад. Пекарня находится прям там, где надо. Скамеечек много, хватит всем, чтобы разместиться. И вот прям здесь пекарня. Ну что, мы можем ехать к следующему плану? Да. Он уже, скорее всего, открылся, этот план. Такой нарядный домик. Это они в Париже понахватались. Красиво. Как раз на этой улочке то, что нам нужно. Дюн Бланш. Вот такие маленькие дюны. Маленькие шушечки. Такое маленькое-маленькое местечко, специализирующееся исключительно на заварных пироженках. Вот таких. 6 дюн. 6 маленьких дюн. Мне кажется, что это прям вот такой нужный аккорд. Ох, как красиво. Поехали прям туда, наверное, на пирс.
Прекрасное место для поедания наших дюн. Давай распаковывать. Такие маленькие шушулечки, дюночки. Очень симпатичные. Прям симпапулечки. Мы дюной завершили нашу велоодиссею вчера. Это была крайняя точка нашего маршрута. И дюной попрощаемся с Аркашоном. И дюной попрощаемся. Дюнами? Дюнами. Сразу несколькими попрощаемся с Аркашоном. Минимум 3 каждый. Давай. Ой, так вкусно. Вкусно? Эти хрустиночки и самое тесто, Заварное. оно заварное, оно хрустит прям. И вот они еще добавили вот эти вот Ага. фифулечки, не знаю, что это Фифулечки. такое. Пипочки хрустящие. Это сахарные пипочки. Сахарные пипки вкусные. Сахарные пипки. Это прям такой легкий-легкий. По-моему, это просто шантили. Шантили? Просто, да. Нет, мне все-таки кажется, что это дипломат. Да? Здесь есть небольшое количество заварного крема. Может быть, шантильи. Но очень вкусно. Очень нежно, очень воздушно и прям... Они прям проваливаются. И еще просятся. Ну, значит, еще надо. Прям очень вкусно. Можешь сразу еще одну? Нужно. Они прям нежные. Они, знаешь, что мне напоминают? Мамочка делала в детстве вот ровно такие шушулечки. Дюны. Дюночки, да. Прям очень похоже на маму. Такой уютный домашний вкус. Да, мамулька. Мама делала их еще лебедями такими. Заварнушечкой. Очень вкусно. Очень вкусно. Очень нежные. Прям исчезают мгновенно. 6 штучек стоит почти 6 евро. Но они того стоят. Вкусные. Ну, по последней дюночке. Давай. За нас, за вас, за то, чтобы всем было так же хорошо, как нам сейчас. Зынь. Или так, пошуршать, это же дюны. Ну что, время говорить пока-пока. До скорой встречи. Прощаемся на этот раз. Но... Как всегда. А мы еще вернемся. А мы еще вернемся. И у нас даже есть уже кое-какие планы на будущую велопоездку. Но пока будем держать их в секрете. Вы там не переключайтесь, все еще узнаете. Ну и мы пока с вами-то не прощаемся. Мы еще продолжаем путешествовать. Нам еще ехать. Поехали? Поехали. Юху! Вперед! Ну вот, теперь точно. Пока-пока. Аркашон. Дальше вот. А, Потом ну да. через этот песочек. Там будет, потом наверное, бегану. указатель. Ага. И потом вот так. Здесь тенек и прохладно. Как здесь симпатично. Шлемы на голову, потому что дальше мы поедем по автодороге. По дорожной дороге. По дорожной дороге, да. Без выделенной вело. Здесь безопасность. Поехали. И вот так нам почти 50 километров. Внезапно обнаружился небольшой кусочек комфортной, выделенной велодороги, потому что, конечно, там ехать не так приятно. Да-да-да, это вот этот вот Маршеприм. Мы так бодренько втопили, что ну, с машинами по-другому не получается. Втопили, что, скорее всего, даже на опережение идем графика. Ты останавливаешься, что ли? Давай. Ну, было бы неправдой сказать, что мы едем и этого не делаем совсем. Что же мы? Не все в себе. Все в себя. Иногда и из себя. Время обедать. Показывают часы на церкви. Придорожное кафе. Улыбочка. Le Petit Sourire. Бар-ресторан. Прекрасное название. Меню 16 евро. Цепляем велосипеды. чтобы зайти в улыбочку. Да, чтобы зайти в улыбочку.
буфет с салатами и закусками. Положи, пожалуйста, помидорку. Прекрасно. Еще? Нет, редисочки мне, пожалуйста. Чуть-чуть редисочки. Так, ну, в общем, вода, как всегда. Хотя в таком месте обычно в меню входит еще либо вино, либо сидр. Из закусок у нас здесь чего только нет. И мусс де канав утиный, и паштет под декомпань, и салат картофельный, и зелень мне захотелось, и помидорки, и огурчики, и колбаски тоже имеются. Паштетик. Что говоришь? Как наш вчерашний пикник. Ну нет, здесь побогаче, чем у нас пикник. Огурчики вкусные. И паштет очень вкусный. Вот так с огурчиком вкуснее. Очень мы любим такие места. Раз в велопоездке всегда находим какое-то такое местное, колоритное. Здесь в основном обедают местные, ну и чаще всего какие-нибудь работяги, которые работают здесь, в окрестности. Но всегда очень вкусные по-домашнему в таких местах. На нас смотрят, как будто бы мы из космоса прилетели немножко. Выбиваемся из местного колорита. А на обед у нас телятина в томатном соусе с картошечкой и фасолью зеленой. Прям все по-домашнему. Если попробую, перейдем в томатный соус. Она такая нежная. Да? Это ее 100 часов томили. Прям такая домашняя, очень вкусная еда. Прям нежнее еда. Это скорее есть. Ну прям вкусно. Прям такой рагу. Такой домашний, да? Реально здесь какая-то Тося Кислицына, видимо, готовит такая, подает местным лесорубам. Очень вкусно, очень вкусно. Я немного стесняюсь, я это быстро говорю. Ну, потому что место совсем не туристическое, но такое колоритное, и немного здесь, ну, так, чувствуешь себя в гостях. Ну, очень вкусно. Из крем-брюле. Крем-брюле. Яблочный. Ой, вот это вот очень вкусно. Вот такой вот. Это пудинг. Пудинг. Ты что хочешь? Ну, я хочу такой. Вот. Похож на, ну, не крем-брюле, какой-то. А я хочу вот это. Не знаю, что это. У тебя какой-то карамельный, да? Там карамелька внизу, есть какой-то крем. Какой-то фланчик, да? Да. Это кофейный. Кофейный. Кофейный, да. Кофейный флан. Мы такой ели, по-моему. Покупали, да? Наверное, да. Вкусно. Попробуй ты свою. Как интересно выглядит. Я не знаю, что это. Похоже, может быть, это или флотам, что ли? Не знаю. Какой-то карамельный тоже крем. Карамельная медуза. Карамельная медуза, да, я не могу уловить. Что вы виляете, я не могу вас раскусить. Это ильфлатан. Такая версия. Медуза флотан. Медуза флотан, да. Белковая такая медуза, которая буквально купается в целом Англии. Ну такой местный флотан, без изыска. Но вкусно. Почему изыски? Да. Вкусно? Я тебе половинку оставлю. И я тебе половинку оставлю. Кофеек здесь как надо. Эспрессо. Вкусный. Еще здесь очень интересные девушки работают. Обслуживающие официанты. Они такие с характером, такие в меру милые, не переходящие границ милости, такие. Что едим, что пьем, десерт там закуски. Немножко небрежные, не по-хамски, но вот где-то там есть граница милости, которую они никогда не переходят. Улыбку
Это прям редко-редко. Маленькая улыбочка. Маленькая улыбочка такая. Так как кафе называется. Улыбочка, да, не улыбка. Очень мило, очень колоритно, прям мы очень любим такие места, они обычно оставляют всегда яркие воспоминания. Пока все разошлись, покажу зал. Ну, за волосатые груши? что за волосатые груши? Грушологи, скажите нам. Я не знаю, что это такое. Грушологи или волосологи. Что это? Либо одни, либо другие, сознайтесь. Фитоволосологи. Фитоволосологи. Ну, в общем, кафе «Улыбка» было прекрасно. Заставил нас улыбнуться. Заставило нас улыбнуться не раз. О том, что мы приближаемся к Бордо, как бы говорят многочисленные виноградники, все чаще появляющиеся. И мы в Бордо. Та-дам! Пахнуло красотой. Да? Со всех сторон. Такой узнаваемый стиль Бордо, очень красивая архитектура. За каждым поворотом какая-то очередная красота. Сразу, конечно, ощущение огромного и шумного города, шумного и многолюдного. Мы отвыкли от такой многолюдности, шума Многошумности. и многошумности. Да. От всего этого отвыкли очень сильно. Сейчас какое-то время нужно на адаптацию. Красивые ворота в старый город. Подъезжаем к точке, где велопутешествие началось. Да, мы подъезжаем к точке, ну практически где оно началось. У нас две задачи. Найти мороженое, съесть его, а потом поехать заселиться. Ну, какой же красивый город. Просто невероятно красивый город Бордо. Вот Le Maison du Glacier вон там. Я хочу грозе и ромаран. Красная смородина и розмарин. Здесь там еще даже с кедровыми орешками есть. Вообще какой... Мне кажется, мы не раз сюда придем, если сейчас будет вкусно. Макарон. Саргазан с гречкой. Гречневое, да. Я бы его попробовал тоже. Я хочу гречневого и лавандовый, очень странный. А я хочу грозе и ромаран. Нашли какое-то прекрасное место с большим выбором мороженого. Вот. Le Maison du Glacier. Рядом с таким красивейшим собором. Хотя здесь все красивейшее в Бордо. L'église Saint-Pierre. Церковь Святого Пьера. Какой колоритный человек прошел. Пожалуйста, красная смородина и розмарин. Красная смородина и розмарин. А здесь очень оригинально лаванда и гречка. Здесь у тебя смешались Британь и Прованс. Да, Британия Прованс. А у тебя? А у меня смородина и розмарин. Просто. Черную смородину часто можно встретить, а вот красную смородину впервые, на самом деле, мороженое. Сорбет вижу. Грузея. Название прекрасное. Кисленькая. Вкусная. Такой свеженький. Не сильно сладкий. Ну там розмаринчик должен быть интересный. Розмарин прям... Все как надо. Розмарин вкуснейший. Мне прям нравится. Попробуй незамедлительно вот это вот. Вот это лаванда, да? По-моему, да, вот Да, это похоже лаванда на с лаванду. цветочками прям. Очень вкусная. Такая нежная. У меня сорбеты, получается, у тебя мороженое. Да, И гречка, да? Она прям, да. мне кажется, с частичками. Это точно гречка? Должна быть саргазан, гречка. Как будто бы... Ну, это гречка очень вкусная. Очень вкусно. Чем-то похоже на спекулез. Может, ее перепутали? Ну нет, спекулез, мне кажется, гораздо более выраженная. Очень вкусно. Ой, да, гречка. Вот она пошла. Пошла гречечка. Пошла гречечка. Ну я начну тогда с гречки, раз она это время занимает. Только ее нужно, да, чтобы она разошлась. Потому что сначала непонятно, как будто бы с печенками. А потом она такая догоняет. Я гречка. Да. Она потом такая, когда ее там поваляешь по вкусовым рецепторам. Гречневая каша такая с молоком. Да, гречневая каша с молоком, да.
И лавандой. Лаванда очень вкусная. Ну, теперь освежись. Так, я не знаю. Мы такие свеженькие. Лаванда какая прекрасная. Прям она догоняет тоже. Такая кисленькая, да. Мне нравится. Бодрит. А это розмаринчик. Как прикольно. Угу. Он такой вдруг ощущается. Еще? Еще. Вкусный такой, ненавязчивый. Ненавязчиво. Ненавязчиво. К вам придет ненавязчиво. Очень вкусно. В общем, рекомендуем. Вот это вот местечко. La Maison du Glacier. Узость образовалась. Это Google? Нет, это я. С сумками здесь непросто. Зато мы приехали вот к этой красоте. Эта красота называется Grosse Cloche. Колокольная башня 18 века. Что ты там опять набрал в магазине, Ну как? пойдя за водой? Вот. Шампани. L'original. Чизкейк. Такой мы еще не пробовали. И водиться. И водиться. Это Это ты зачем вчера ты его хотел, да, еще? Или? Нет, другой, такого не было. Хорошо. И то зачем пошел? А тут уже склад печенья. Да, вот те запасы пополняются. Зажорство. Ну чуть-чуть. Чуть-чуть. Церковь как бы ориентир, где мы живем, потому что, по идее, у нас ее видно из окна нашего жилища. А где же? Да, вид у нас отсюда сразу выходишь, и вот такая красота. Небольшой тур по нашей прекрасной комнате, почти можно сказать квартире. Но, во-первых, очень много, вот это мы сразу откроем, вот эту вот жалюзю, вот эту штору, чтобы видеть небо над собой, потому что это очень прикольно. Вот этот skylight над кроватью, это прям, да, надо открыть и будем смотреть на звездное небо. Уф, да, красота. Да, и можно даже открыть вообще вот так, да. Здесь такой же skylight, такое же верхнее окно, есть ванная, и это прекрасно. Все светлое вообще. Мы зашли. Очень много света, все Да. как мы любим. Да, Причем остальной дом, мы поднимались по Достаточно лестнице, темный, да. так темненько, так это. Тут заходишь и так все Заходишь, озаряется сразу светом. Да. Да. Это мы. Подкопченые мы. Вот здесь прикольная такая зона тоже. Он сказал, что там вид. Ой, гад, здесь такой вид, посмотри. Как вообще. Вух. Как классно. О, здесь можно пить кофеек в утро, наслаждаться вот таким вот видом на крышу Бордо, на собор. Скажи. Вообще шикарно. Крыши там, такие башни. Да. Собор здесь прекрасный. Вообще шикарно. Я немножко переживал из-за вот этих вот верхних окон. Думаю, ну, вдруг будет мало света. Но здесь, во-первых, и Прям света достаточно. идеально. И вот эта штука мне казалась вообще маленькой полочкой на фотографии. Я ей сказал ему, что, ну, выглядит все меньше, а здесь прям можно вот так вот развалиться и прям вообще вот так. Если вот так, то ты прям видишь и собор, и там кофеек мы ставили, и чаек, и здесь же закат будет красивый. Какой кайф, мне так нравится. Прям вообще я очень доволен. Здесь недалеко от вокзала, куда нам нужно будет в воскресенье рано-рано. В общем, супер. Красота. Покажи ванную. Показал. Я показал, что она тоже с окном. Душ большой, такой все аккуратненькое, чистенькое. Зеркало большое. Жалко, что велолуки уже нам не придется делать. И здесь тоже окно. И здесь окно. Вообще очень я доволен. И розетки на каждом. И розеток много, да. Включать и все заряжать. Включать и все выключать. Да, и очень приятный хозяин, Жош. Прекрасно. Прекрасно. Так, нам быстренько освежиться. Что Если не показывать, ничего не буду. я не прошу тебя. Закрывайся. Ну, коль такое дело, наше последнее в этой велопоездке жилье и завершающий лук сдавательно-велосипедный. Едем сдавать велосипеды и гулять, завершать наш велосериал. Ей! Ну какой у нас роскошный на улице вид.
прям вообще. Скажи. Вообще шикарно. Шикардос. И она же звонить будет. Красиво. Мы еще потом посмотрим, что внутри. И сама улочка такая очень приятная, тихая. Тихая и безлюдная. Все как мы любим. Блин, казалось, так давно, а в то же время это пролетело, просто глазом моргнуть не успели. Но только недавно. Вроде как так много всего произошло, но как будто бы только недавно взяли велосипеды. Так, мы прибыли к месту назначения. Наш прокат. Ну, в общем, вернули велосипеды. И всячески можем рекомендовать вот этот вот прекрасный прокат велосипедов. Процесс сдачи занял ровно 2 минуты. Все очень быстро было. Не было там хозяина, с которым я контактировал письменно по имейлу. Были 2 прекрасные девушки, которые приняли велосипеды. Мы быстро рассказали, что никаких проблем с велосипедами не было. Они вообще прекрасно, идеальны. Но это вы видели, как мы на них прекрасно ехали. И вообще получали удовольствие. Рассказали про проколотую шину, про ремонт еще одной шины. Девушки удивились, что мы не оставляли никакого залога, никакого документа. Оплатили все онлайн. Мы оплатили онлайн велики и за страховку на всякий случай заплатили от кражи великов и от какой-то там серьезной поломки. Но контактировал я с хозяином, его зовут Брайан, его не было сейчас. Очень хотелось его поблагодарить, потому что основная наша проблема была в том, что мы свое велопутешествие начинали в воскресенье. И все велопрокаты в Бордо, да и в Париже очень многие, и в Ля-Рошеле, велопрокаты в воскресенье закрыты, а многие закрыты и в воскресенье, и в понедельник. И, найдя этот велопрокат, я вел долгую переписку, объясняя, как нам важно получить велосипеды в воскресенье, как нам важно выехать в воскресенье, чтобы не терять этот день. А Брайан рассказывал, что это единственный его выходной, в этот день он предпочитает уезжать на море. Ну, в общем, в результате все-таки нашел решение, и вы видели, мы получали велосипеды за дверцей рядом по ключику, который висел в локере под кодом. Поскольку контактировал и организовывал все наличие велосипедов ты, поэтому у тебя такой опыт здесь большой. А мне сказать просто про качество велосипедов, настолько действительно большая, тоже как раз хотел, ты стащил мое это. Ты помните, в прошлом велокино было такими большими буквами: никогда не берите велосипеды там, потому что разница прям 360 градусов, нет, 180 градусов, 360 это обратно. Прямо противоположное. Настолько мы довольны и качеством самих велосипедов, настолько они комфортные для езды. Потому что тоже очень важно подобрать велосипеды, чтобы и посадка была, чтобы можно долго ехать не уставая, и чтобы они были такие крепкие, потому что проехать там под 1000 километров это тоже не кот пукнул. А так не говорят, по-моему. Баран чихнул, но кот пукнул, будет новое выражение. Да. Это тоже ведь очень важно, и поэтому подобрать велосипеды под рост, под характеристики, как говорится, наездника, чтобы они выдержали нужное количество километров, и этот самый наездник не устал держать за спину или там еще как-то, это очень важно. И настолько я доволен, что писать не сказки сказать, не пером писать. Каждый день ни попа не болит, ни спина не болит, ничего нигде не болит, сидеть комфортно, потому что если велосипед чуть более для агрессивной езды, ты более наклоненный, а если он слишком вот так вот, тоже как-то неудобно, вот ровно так, как надо, да. Каждую кочечку нормально переезжали. Да, велики немножко тяжеловаты из-за наличия вот этой вилки амортизатора. Это так круто, что она там есть, да. Потому что все эти кочки, ни плечи не болят, ни суставы в локтях, ничего. Идеальный. Я поэтому первое дело, что сказал девушкам, что велики просто фантастические, очень-очень-очень круто. Я доволен на 2000 миллионов %. Я предлагаю пойти, Мне кажется, мы заслужили здесь. да, найти что-нибудь вкусное, съесть и отметить завершение нашей велопоездки. Но мне кажется, в Бордо, если говорить о вкусностях, завершающих поездку, нужно завершать каннеле. Каннеле де Бордо. Но кроме каннеле здесь еще очень много всего вкусного есть. Merci. Au revoir. Нет, не лопнем. Но мы стали там перед выбором. Либо взять 2, либо взять сразу 5. Какая приятная улочка.
с зонтиками. Фух. Непривычно. Очень без велосипедов. Нам сюда. Вот такой нашли напиток. Апижу. Слегка газированный. Клубнично-базиликовый. На набережную можем пойти. Пойдем на набережную. С нашим новым безалкогольным напитком, типа вино. Можем пойти на набережную и там отметить все. Снова Пляс де ла Бурс, где мы были в самый первый день нашей велопоездки, взяв велосипеды. Одно из самых любимых наших мест в Бордо. А вот это прекрасное место называется Мируар Д'Eau. Периодически вода отсюда уходит, а потом такими... Вот, вода приходит. Пшиками, да. А ты такой холодный, как айсберг. Мируар Д'Eau. Бордо. Чали. Под зеркальную водой. Такая приятная, освежающая мокрота. Завтра будет 34 градуса, мне кажется, мы отсюда не вылезем. Да. Возьмем канеле, возьмем напитки и будем здесь сидеть. Когда мы в прошлый раз здесь были, здесь тоже танцы танцевали. Да, прикольно. Ощущение, что мы только вот как-то вдруг, внезапно, вроде так много всего было, и как будто бы мы так давно уже путешествуем, но сейчас, из-за того, что мы оказались в том месте, где все фактически началось, ну, исключая Париж, а велопутешествие, ощущение, что взяли велосипеды вчера, а сегодня уже, вот, а сегодня их сдали. Что? А, мы по велодорогу спихиваешь. Ну, видишь, меня тянет на велодорогу. Канелешечка. Де Бордошечка. Де Бордошечка. Ой, смотри, как она светится. Канелешечка. Смотри, какая она прекрасная. Какая она красивая. Внутри очень нежная, а снаружи вот эта вот хрустящая корочка. Очень вкусно, умереть не встать. Я хочу каждый день, пока мы в Бордо, съедать по канеле. А может быть даже не по одной. Точно не по одной. Мне нравится такая чекучая карамельная корочка. Она текучая хрустючая. Да. Мы нашли, где завершить нашу велопоездку. Историю о нашей велопоездке. Мы на колесах ее провели и на колесе и завершим. Мне кажется, очень символично. И завершим большим-большим колесом. Мне кажется, идеальнее место не придумаешь. Мне кажется, тоже. Мы же совершили круг от Бордо до Бордо. За нас, За вас. за то, чтобы всем было так же хорошо, как нам сейчас. И за Бордо. Красота. Да. Мне кажется, можно запить. Дзынь. Вкусно? Вкусная. Попробуй. Как? Я тебе вид улучшаю. Да, она абсолютно Вообще не не сладкая. Да. Прям клубника, базилик. Клубника базилика. Ну, за прекрасную велопоездку, за то, что она случилась такая яркая, насыщенная, летняя, морская, океанская, со всеми этими запахами. Я не знаю, у меня сейчас в голове все вот это вот вспоминается, то, что было, и это было прекрасно. Да. И чтобы чаще такое повторялось. Да. Цинь. Зинь. И сейчас нужно еще вернуться и все это смонтировать, потому что там материала, я не знаю, отснято уже часов на 10. Находясь на самом верху колеса над Бордо, мы говорим вам спасибо, что провели с нами эти прекрасные 12 дней велопоездки по велоодиссее, еще и с таким прекрасным завершением в Бордо. Спасибо вам. Зинь! Пока-пока.